Друзья, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. Сегодня большой компанией едем в большую экспедицию с ночевкой в дальние дали. Едем к ребятам с канала Сокровища Сильвера, к Алексею и к Вадиму, к братьям-пиратам. Эти злодеи, те еще, они обязательно сегодня что-нибудь найдут. А сейчас вам хочу кое-что показать. Пока я тут, значит, в отпусках был, Влад присылает фотографии. Поехали они с Леонидом на поле, одно поле. Ходили, и Владос достает вот такое вот кольцо. Такая печатка. Значит, смотрите, здесь непосредственно сам Крым изображен. И вот по краям еще вот такие вот сюжеты. Солнце всходит, пальма. Так, а вот с этой стороны ну что-то, да, тоже морское. Думаешь, подводная лодка всплывает, типа? Непонятно. Навряд ли подлодка, но похоже как. Корабль может так изобразить. Да, красиво, красиво. Извиняюсь, что картинка может дергается. Мы в дороге. Видите, год стоит. 44-й там, да? Вот такой вот антураж. Едем за 200 километров от дома, друзья. Поговаривают, там очень много работы для нас имеется. Да, товарищ генерал? Так точно. Ну что, друзья, я уже пересел в другой транспорт. Владос с командой сзади, а здесь у нас Тимур с моря пришел уже непосредственно. И Николай Быстрокоп с нами. У нас очень серьезный коллектив, друзья, без шуточек. А вот и пираты едут. Вот и пираты едут. Друзья, посмотрите, что творится. Вот Всем он. привет, друзья. Вот он, главный пират. Друзья, переходите обязательно по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал Сокровища Сильвера. Поддержите Алексея. Да, и его команду. И не забудьте написать, что от Рыбакопа пришли. И за это Пашке поставьте много-много вот таких лайков. Погнали. Ой, кладоискателей сегодня, друзья, очень много. У меня первая находка. И иловская гильза. Цветняшка всегда приветствуется. Так, уже пошли первые интересные находочки. Посмотрите, сколько, как грачи, копари, они просто как грачи ходят. У Леонида есть первый сигнал и первая находка. Вот он. Опачки. Цинк. Ну, сохран неплохой. Знак. Зачет. Вот это я люблю, когда первым сигналом прям. Дай бог, чтобы оно и продолжалось интересно. Так, у меня пока гильзы продолжаются. Такой звон хороший был. Офигеть. Опа. Цветняшка продолжается. Ну что, друзья, думал еще одна гильза, а нет. Тут поинтересней. Здесь уже окопное творчество пошло. Вот такой вот стопарик приятный. Посмотрите, красота какая. Такие находки мне нравятся. Смотрите. Ай-яй-яй-яй. Приятная находка, такое я люблю. А у меня, кстати, вот что-то гильзы пошли иловские сначала. У меня что-то вот на стопарик было предчувствие. А вот оно есть, пожалуйста. Немец. Кто-то же старался, выделывал в окопах. Зачет. Как оно звенело, я в шоке. Посмотрите, какой кайф. Посмотрите. Я даже не сомневался, что это какое-нибудь колечко будет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Друзья. Это кайф. Посмотрите на него.
Блин, кайф, спасибо, дедушка. Дедушка, спасибо тебе. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-in. Я и сам являюсь клиентом данного магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод Рыбакоп и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Ребята, я доволен просто. Выше крыши. Ай-яй-яй-яй-яй. Красота. Серебро, я так понимаю. Там какая-то проба вроде внутри есть, но пока трудно вглядеться в нее. Ну, по виду серебро. С таким самоцветом. А может, рубин, ребят? Странники стягиваются потихоньку. Каждый что-то нашел. Уже интересно, ребят. Вон дядь Коля идет, быстрокоп. Сейчас он что-нибудь покажет интересное. Говорит... Обязательно похвастаться надо. Вы что, без обеда? Вот надо что-то пожрать, но жрать-то нечего. Все. Почему? Консерву мне сейчас откроем, попробуем. Все ж такое долго это. У меня там эти дошираки я еще взял. Опа, тут тоже Это конинка, да. Копаная, да? Да. Я ее реставрировал, она это. Не было застежки, припаял. Класс. А, вот она, да. Молния! Во всем виновата молния. Вторая в этом году. Ой, прикольная, не часто. Подмятая, да, сильно, блин. Да ничего, она выровняется. Она не лопнутая, ее нагреть Только можно нагреть, выправить. да, только нагреть надо. Зачет. Нормально. Вот Да, еще тут только у потом. Коли. Это, тоже. по-моему, Жетончик. первушный, да? Или нет? Да, похоже, первушный. Да, первушный. Тихо, не поломайте, главное. Да ладно, Потом на бабки такое встревалово будет. Тимур, у тебя плачет этот прибор. Без находок. Ты чего плачешь? А это у нас с кем-то это, наверное... Ты чего плачешь, дорогой? Не, одна и та же частота. Тимур бросил тебя на полгода, да, в море? Вот ты и плачешь. Зимняя помощь, он сказал вроде. Я говорю, да хрен знает, вроде По-моему, не зимняя да. помощь. Да, по-моему, да. Я находил таких 2 штуки. Тимура вот пуговка в серебрении. Да не первушная. Бывшая такая. попалась. Я вас уверяю. Не первушный, думаю? Первушного форма овал больше. Тут заострен овал, А, как ну бы, да, а у да. того больше. Влад тоже поднес. И Первомай, и вон такая пряжка восточно-прусская. Шикарная. Фрау войска. Владос, Фрау знаете, войска. подойдет, вот тогда вы все, конечно, ахнете. 100%, это я уже знаю. Там может быть как удивление, а также я ничего не нашел. Нет, это 100% будет. Так всегда бывает. Я? Ничего. Странник идет. Одинокий странник потерял свою дорогу. Ну что там нашли, товарищ генерал? Мелочь. Показывайте. Мелочь, одни пятачки, десятки золотые. Мелочь. Знаем мы эту мелочь. Цветнина какая еще. Батюшки мои. Я сказал, туда вот заимение, там кладбище, и там был большой подвал. Ой-ой-ой. Смотри, что написано. Подставка, наверное. Ваза какая-то маленькая. Видишь, резцы какие-то, как будто колесо какое-то, видишь, Мгм. шестеренки. С надписью. Я видел, да. Бача, молодец. Богато вы сходили. Сейчас еще перекусим и пойдем еще. Подписывайтесь на Павла. А это вот Алексей у нас подошел. Посмотрите. 20 недель. Вот такой вот. Серебро сразу. Вот такая вот двадцулька. Потому что сокровища Сильвера, друзья. Серебро любит. Ну.
Вот такая 20-очка у нас. Отмыть можно, вроде ничего так. Да хорошая, да. Ну, и- Они обычно всегда нормальные. Ну да, они крепкие. И вот такой, даже не знаю, значок это или крутилка от керосинки. Прайс 2. Фиг его знает, на дому. Ну, все-таки как значок чем-то приклеен. Да, что-то был. какой-то закруточка. Ну, и может быть. это с предыдущего копа. Я выскочил там на 5 А минут. ты узнал уже, что это за значок? Не, так и не узнал. Какой-то знак такой вот. Да, да, тут надпись вон есть. Мгм. Ну, я думаю, может, какой-нибудь бакинист какой-нибудь. книжечка. Чехословакия, да? Чё, тут написано Да, Чехословакия? да. О, видишь, а я слепой. Поздравляю вас, Алексей. Спасибо, ребят. Как говорится, друзья, а маленькие часики смеются тик-так. Ты, говорит, ни о чем не жалей и ищи просто так. Надеюсь, они вот здесь вот на циферблате не содержат солей и радия. Друзья, сигналы и глубокие. Вон Леня выковыривает, вон уже 2,5 штыка, а то и 3. Вон и железо какое-то. Посудина какая-то. Помыть ее надо. О, лошадка какая. Шик. Так, десантница. Да стой ты, ёшкин кот. Да ё-моё. Так, покажи мне, где золотишко тут у вас спрятано. Вот она, красавица. Покажи, в какую сторону идти, чтобы золото найти. Ага, я понял. То есть тут надо покрутиться. Ребят, человек с моря пришел. Полгода этих сигналов не чувствовал. Первый золотой сигнал сегодня. Я все побросал, пришел снимать. Тимур говорит, срочно беги, снимай. Проверь мультичастотником, что там. Я говорю, да ничего ж особенного. Казалось бы, обычный сигнал. Моряки в кроссовках всегда копают. Потому что доступ к магазинам имеют, к которым не имеем доступа мы ныне. Ой, что-то там прорывается. Прям по пряге, Паш, ты черканул сейчас. Да что-то сильно тонко для пряги, Тимур. Сильно тонко для пряги. Он плачет там, забери меня из ямы, забери быстрей. Хороший сигнал. Дырочку сделал. А, ну это ребенок играл, наверное, скорее всего. Скорее всего, так. Веревку, вот, наверное. наверное, И- да. А может, как шайбу использовали подо что-то? Может быть. Вот он, пожалуйста. Полтинник, да? Да, полтинник. Может быть, там резьба накручена, может, первоклассник был. А, и к нему, да? Да. Закрутка. Там продолжает что-то визжать? Нет. Скорее всего, куда? Николай пришел у нас с уловом. Посмотрите, какую хорошую монетку поднял. 4-грошевик 1806 года. Такая при хождении затертая, но с этой стороны вообще рельеф неплохой. Опачки, убежала. Глянь, возле машины бьет. Там генерал лютует. И 1 мая еще такой прилетел. Алюминий. Все надписи еще сохранились. Поздравляем. Спасибо. Влад вот тоже почистил одну из пуговиц. Имперская. Орел такой, рельеф шикарный. С обратной стороны черный металл. Да фиг его знает, надо почистить радиоуха, там просто мать. Говорит, не я один кольцо нашел. Смотрите, и генерал на великана взял. О, да это не настоящее кольцо. Это от шторок. Это же кольцо. Это от шторок. Смотрите, на Ленина похож. Коль, Спору смотри. нет, тут не поспоришь, это кольцо.
просто Поспоришь со мной. Владимир Ульянов. Такая малышка медаль, кайзеровская, наверное, юбилейная или что-то в этом духе. Что, где, вот здесь? Такая маленькая. Кто лагерь готовит, а кто копает еще. Тимур, что за мясо у нас сегодня? Свинина по-грузински. По-грузински? Да, по-грузински. А в чем тут Грузия, скажи, пожалуйста? Что в нем грузинского неизвестно. Коль, скажи, есть я его, конечно же, не буду, да? Нет, это я точно есть не буду. Ой, ребята, посмотрите, рабочую технику выстроили в ряд. У меня в среду будет. Это вам, ребята, не хухры-мухры. В понедельник хозяин. Можно автомобиль купить. Кормильцы отдыхают. Да. Я уверен, что Ой, она- какая красота, друзья. Тимур, это грибы по какому? По-грузински. Пиздил и глаз отнял. А почему? Что в них потому что грузинского? Шашлык по-грузински, грибы по-грузински. Сейчас придумаем название. Чай тоже грузин.